Если мы говорим про рынок Узбекистана по количеству инвестиций, да, мы самые крупные, у нас сейчас 30 проектов в портфеле. До какого этапа я должен дойти, чтобы к вам обратиться? Венчурные фонды, неважно, какие они, хорошие, плохие, не нужны стартапам, и стартапы могут без них обойтись. $100 тысяч на стартап. Как так получилось, что вы в одного, как называется, фаундера проинвестировали в два его продукта? Самый спорный момент, очень много споров, точную цифру не помню, но в районе 400 стартапов мы рассмотрели. Вы говорите в социальных сетях о том, что вы инвестируете на стадии идеи и MVP. Идея стоит $0. Без MVP мы, скорее всего, вам откажем, мы не будем вас рассматривать. С этой проблемой сталкиваются все. Лучшие фаундеры создают рынки. Дальше что? Всем привет! Сегодня последний выпуск нашего подкаста в этом году, и мы решили его провести с одним из самых активных и самых крупных фондов в Узбекистане по портфелю Aloha Ventures. Сегодняшний наш гость Комилджон Рузиев. Он будет рассказывать нам о всех нюансах работы с Aloha Ventures. Добро пожаловать. Спасибо, что пригласили нас. Сразу скажу, Умед Рахимов и прагматичный реалист – это не наш сотрудник. Мне самому нравится, как вы работаете, то, что вы освещаете в целом, что происходит в стартап-индустрии, да, и это делаете на протяжении долгого времени. Спасибо, что позвали. На самом деле Aloha Ventures является не только одним из самых активных по портфелю, но и одним из самых активных по обучению, по сотрудничеству в организации различных мероприятий и, соответственно, поддержке в любых смыслах стартаперов не только на рынке Узбекистана, но и в целом в регионе. Поэтому нам это очень важно, потому что опыт самого активного нам даст понимание, как не самыми активными плюс-минус также работать. Давайте начнем с самого простого. Aloha Ventures, многие знают его как венчурный фонд, и не совсем многие, возможно, начинающие стартаперы понимают, что такое венчурный фонд. Скажите, пожалуйста, что это, во-первых, такое, чем оно занимается? Aloha Ventures – это корпоративный венчурный фонд, это еще сложнее. Венчурные фонды – это организации, которые инвестируют в стартапы, а стартапы – это организации, которые, работая над самыми сложными проблемами человечества, решают, как мы будем жить через 10 лет. Да? Поэтому венчурные фонды равно инвесторы. Все понимают, кто такие инвесторы, да? Когда обращаются к венчурным фондам. Когда вам нужны инвестиции, средства. Здесь нужно очень важный момент учесть. Стартапы не равно традиционный бизнес. Есть такое общее понимание среди экономистов, что такое стартап. Стартап – это любая компания на начальной стадии развития, прям любая. Вот, кофейня условно, да, IT-бизнес, завод на начальной стадии. Да? Я с этим понятием согласен, но нас больше интересуют компании, которые и стартапы, и идут по стартаперскому пути. Вот многие понимают, что такое стартап, но не понимают, что такое стартаперский путь. Вот здесь как раз-таки отличие стартапа от традиционного бизнеса. Условно, стартаперский путь заключается в том, что вы делаете что-то, которое сможет быстро вырасти и масштабироваться, но при этом ваш путь подразумевает привлечение инвестиций по раундам. Да? Это Pre-seed раунд, Series A и дальше. Как я сказал ранее, вы самый крупный венчурный фонд по портфелю. Как так получилось? За 2 года вы стали самыми крупными. До вас есть ли какие-то еще другие, более старшие венчурные фонды? Если мы говорим про рынок Узбекистана по количеству инвестиций, да, мы самые крупные. У нас сейчас 30 проектов в портфеле. Это в 2022 году 10 проектов, в 2023 10 проектов и в 2024 тоже 10 проектов. Если мы говорим, были ли до нас венчурные фонды, да, были. Один только это Sturgeon, это не местный фонд, это английский венчурный фонд, который инвестирует на Series A и выше. Вот. Но рынку не хватало
именно поддержки стартапов на начальных стадиях, на стадии pre-seed и seed. По этим причинам открылся Aloqa Ventures. Кроме нас, на данный момент на рынке существуют и другие фонды. Вот, это UzVC, UzCard Ventures. Но почему получилось так, что у нас самое большое количество инвестиций? Да банально, это размер нашего капитала и наша вовлеченность. Да? То есть у нас капитал по тогдашнему курсу был $8 миллионов, сейчас $6,5 миллиона. Вот, условно, UzVC открывался с капиталом в $1 миллион. Получается то, что на данный момент ваш размер вашего фонда $6,5 миллиона. Сколько вы уже проинвестировали? Мы уже проинвестировали больше $3,5 миллионов. И банальная математика, средний чек у нас составляет примерно $100 000. $100 000 на стартап? Да. Давайте начнем, получается, с самого начала, грубо говоря. Я делаю стартап, например, и получается то, что я уже до какого-то этапа дошел, и мне нужны инвестиции для того, чтобы дальше расти. До какого этапа я должен дойти, чтобы к вам обратиться? Хорошие стартапы нужны всем венчурным фондам. Венчурные фонды, неважно, какие они хорошие, плохие, не нужны стартапам, и стартапы могут без них обойтись, да, условно. Если вы можете обойтись без венчурного фонда, а венчурный фонд означает, что вы отдаете, условно, какую-то долю вашей компании, инвестиционной компании, то лучше без нее обойтись. Если вы уже понимаете, что, условно, ваших собственных средств не хватает до достижения точки безубыточности, или вам нужны не только финансы, но и нетворк, и профессиональные инвестиции по разным причинам, то к венчурным фондам лучше обращаться с стадии pre-seed. Что это значит? Это значит, что у вас готовый MVP, вы провели базовый CastDev, поняли, что проблема на рынке существует, а также у вас есть первые платящие пользователи. То есть вы подтвердили, что на рынке люди готовы платить за решение своей проблемы, используя ваш продукт. То есть, получается, вы даете деньги только тем, у кого есть подтвержденная бизнес-идея. Подтвержденная, я имею в виду, что у них уже есть какие-то первые клиенты. Да. Хорошо. У меня есть какие-то первые клиенты, я пришел к вам. На какие положительные и отрицательные, получается, стороны моего стартапа вы даете как оценку? Как вы оцениваете мой стартап, условно таки? Я сейчас вам расскажу про оценку, смысл, про который вы хотите узнать, это как вы отбираете стартапы, на какие критерии смотрите. Да. У нас ничего сложного нету, банально, это очень сильная команда, которая сфокусирована на решении какой-то реально существующей проблемы на большом рынке с готовым MVP и существующим трекшном. Я вам объясню, почему так, условно. Вот это в одном предложении, на что мы смотрим, но, условно, почему команда должна быть сильной. Да? Команда стартапа. Да, команда стартапа, основатели. Преимущество стартапа, если сравнивать их с крупными корпорациями, да, чтобы было понимание у аудитории, это Яндекс на нашем рынке, условно, да, Zoom, еще другие игроки. В их быстром тестировании разных гипотез, то есть в их скорости и в их фокусе. Да? Ресурсов у них намного, в разы меньше, чем у крупных компаний. Поэтому, если команда не двигается быстро, не фокусируется, не умеет тестировать гипотезы, общаться с пользователями, делать продукт, то вот шансы на успех близки к нулю, скажем так. А теперь про рынок. Да? Почему рынок должен быть большим? Есть такой некоторый спор в кругах венчура, то, что лучшие фаундеры создают рынки. Начинают с маленьких ниш, условно, да, приходят к инвесторам, инвесторы отказывают и говорят, что рынок рынок небольшой, а потом эту нишу расширяют и в целом создают новые сферы, скажем, да, так. Но
Для этого вы должны быть exceptional founder. А нужно признать, что таких очень мало. Да, условно. Это как единороги, их почти не найти. Вот, поэтому, когда вы работаете на большом рынке, который уже сформировался, вы хотя бы как минимум уверены, что на этом рынке есть деньги, на этом рынке есть спрос, и на этом рынке есть большое количество проблем, которые нужно решить. Что насчет MVP? MVP – это ваша способность создавать продукты. Да? Вы показываете, что вы решили решать какую-то проблему каких-то пользователей. На словах вы можете быть, там, я не знаю, звучать очень классно, но без MVP мы, скорее всего, вам откажем, мы не будем вас рассматривать. Вот. И вам нужно показать, что вы способны создавать какие-то решения технологичные. Да? Что насчет трекшена? Трекшен тоже банально. Доказательство того, что вы смогли подтвердить вашу MVP. Да, это одно из самых главных критериев. Вы идете на рынок со своими мыслями в голове, да, условно, вы придумали какую-то себе проблему, которую хотите решить на основе собственного опыта, вы почувствовали какую-то проблему, или знакомые, или в компании, в которой вы работали, нашли какую-то проблему, да. То, что вы придумали проблему, или почувствовали ее, или где-то ее увидели один раз, это не значит то, что с этой проблемой сталкиваются все. С этой проблемой сталкивается большое количество людей. Поэтому вам нужно идти уже в рынок, общаться с пользователями, пробовать им продавать. Вот. Если пользователи в целом пользуются вашим продуктом и готовы заплатить, это очень хороший сигнал не для венчура, да, не только для венчура, не в первую очередь для венчура, а в первую очередь для вас самих же, что вы двигаетесь в правильном направлении. Получается, если резюмируем, на какие критерии вы смотрите в стартапе? Это получается команда, это MVP, это трекшн, это рынок. Да, все верно. 4 фундамента, база. Хорошо. Допустим, например, к вам приходит стартап. На какой стадии он должен быть? Мы сейчас говорим о том, что вы говорите в социальных сетях о том, что вы инвестируете на стадии идеи и MVP. Pre-seed, seed. Это не так, да, мы говорим, что pre-seed, seed инвестируем, да, но мне лично самому, как Комильжону Рузиеву, очень интересно знакомиться со стартапами, начиная со стадии идей. Я вам объясню, почему это так, и в целом, почему мы не против, если вы подадите заявку, буквально просто придумав идею и не начав больше, не предприняв никакого шага. Потому что, кстати, это совет всем фаундерам, очень полезный. Вы, условно, достигнув стадии приседа или седа, потратите больше энергии, вам нужно познакомиться, да, с инвесторами, вам нужно показать, что вы на что-то способны, да, то есть это вот ваш первый контакт будет лишним шагом. А если вы уже знакомы с инвесторами изначально, со стадии идеи, условно, вы пишете: «Привет, Комильжон, я вот придумал такую идею, я знаю, что вы на этапе идеи не инвестируете, но давайте познакомимся хотя бы», да, то есть условно. Чтобы быть на виду. Да, вы будете на виду, если у вас уже грамотный подход, скажем так, да, что большинство фаундеров не делают, к сожалению, вы берете мою почту, получаете отказ, не получаете, неважно, вы отправляете апдейт, желательно ежемесячно. И я, условно, вижу вас в прогрессии. А когда я вижу вас в прогрессии, я вижу, что вот эти ребята когда-то приходили ко мне на стадии идеи, а сейчас, спустя 3 месяца, они сделали продукт, начали уже продавать, и их продажи уже растут. Эти ребята, значит, что-то умеют. Вот. И, скорее всего, уже вам не нужно будет как-то выходить ко мне на связь, я уже вас сам позову. Получается, основной фокус вашего внимания в стартапах, где есть MVP и где есть какой-то трекшн. Да. Это, получается, стадия seed. Стадия seed. Вот я недавно аналитику сделал хорошую. Среди 30 стартапов где-то больше 80% было проинвестировано на стадии seed, остальные на стадии pre-seed.
Как это получилось? Условно, ваш один из предыдущих гостей, Джет, сильная команда, рынок очень важен, да, фондовый рынок. Никто ее не дизраптит. Ребята показали минимальный, скажем, MVP, способность traction показали. Вот. Это один из примеров. Это очень сильный кейс. Ребят, вам это очень важно послушать, потому что ребята, как MVP сделали, у них, когда они пытались создать свой продукт, они не смогли даже API получить от фондового рынка. Они свое решение сделали. Где-то здесь сейчас появится ссылка, где вы сможете это посмотреть. Я так понимаю, что в стартап, который недавно стал довольно-таки интересным в моих каналах, во всех, везде, когда мы опубликовали о том, что вы инвестировали, Lola, это тоже стадия пресид. Lola тоже стадия pre-seed. Lola — это перевозки женщин с женщинами-водителями. Да? Что мне нравится в Lola Taxi? Фаундер Lola Taxi, его компания, условно, другая компания, да, вот у него есть опыт в индустрии, она на втором месте по Узбекистану после Яндекса по перевозке пассажиров. Это Шукрулло Лутфуллаев. Royal Taxi. Да. У вас инвестиции, как так получилось, что вы в одного инвестора, в одного, как называется, фаундера проинвестировали в два его продукта? То есть, когда мы общались, и зачастую, когда мы общаемся, вы говорите о фокусе основателя. Но тут получается, что у основателя два продукта, возможно, в какой-то, как называется, они сходятся в каком-то формате, да, но в целом это разные продукты, разные экосистемы. Это разные продукты ли это да, в одной ли сфере это тоже да, то есть оба продукта в сфере перевозок пассажиров, то есть по сути фаундер Но по нишам не делает сильный расфокус. Вот я хочу, чтобы наша аудитория воспринимала это как follow-on investment в нашего фаундера, да, потому что мы таким занимаемся. У нас есть 3 или 4 проекта, в которых мы follow-on инвестиции сделали, но они условно, когда в них мы follow-on инвестиции сделали, мы делали follow-on инвестиции в ту же компанию. А тут в ту же компанию, в другой продукт. в ту же компанию, только да, в другой продукт. Хорошо. Другой вопрос. Сколько людей вовлечено в процесс принятия решений об инвестициях? Вопрос я понял, но мне нужно сейчас рассказать про процесс принятия решения, да, чтобы было некое понимание. Я для себя, условно, в фонде на основе большого количества исследований, да, как работают другие фонды, тот же самый Sturgeon, Plug and Play, американские фонды, как они работают, я вывел для себя 3 блока. Первый блок – это блок скрининга и, условно, знакомства. Да? Он подразумевает в себе то, что мы сорсим стартап, да, находим стартапы, мы скриним их, и мы проводим с ними какие-то первичные встречи. Как этот процесс проходит и кто вовлечен? Вовлечены в основном партнеры фонда, аналитики, инвестиционные менеджеры в фонде. Да? Здесь мы на основе своей насмотренности, на основе какого-то базового анализа, на основе анализа опыта фаундеров в целом смотрим, есть ли потенциал в индустрии, который стартап выбрал, подходит ли он нам в портфель, нету ли конфликта интересов, интересны ли фаундеры для нас, и возникли ли, вот самый главный момент, возникли у нас вопросы, на которых мы не смогли найти ответа в заявке. После вот этого базового скрининга мы зовем их на встречу. Если после встречи у нас какое-то в целом положительное впечатление сформировалось о стартапе, уже идет второй блок. Но первый блок может закончиться также и отказом. Да? И здесь я хочу... Сколько людей на первом блоке участвует? На первом блоке обычно 2. Это аналитик и партнер фонда. Получается, все заявки, которые подходят, они в первую очередь через вас проходят? Конечно, конечно. Потому что я вот сейчас про второй блок расскажу. Там большее количество экспертов и людей заинтересованы. Я хотел сказать, что почему мы так делаем. Потому что, когда, условно, вы обращаетесь к каким-то экспертам, они тоже занятые люди, их тоже время стоит денег. Это первое, да. Второе, ну, базово как-то нужно отфильтровать
Да? Вот в этом году мы рассмотрели сотни заявок, да, условно. Если с каждой заявкой будем обращаться и вовлекать всех участников всего процесса, мы не сможем даже до 100 проектов обработать в году. Мы сейчас немного будем обсуждать первый этап, Ага. потому что он самый решающий. Это как, например, брать сотрудника, да, самое важное, как именно процесс скоринга из лонг-листа к шорт-лист проходит. Мгм. И сейчас получается, что у вас 2 человека, это вы, Ну да, сторонний, можно и получается, так сказать. представитель. Нет, это внутри фонда. Почему двое и почему как минимум двое? Мы решили для себя в фонде, что в целом этим может заниматься и один человек. То есть каждый из нас в фонде, он понимает стратегию фонда, он понимает, во что мы инвестируем. В целом я могу сам все это рассматривать. Но мы решили, что будет грамотным подходом, правильным, чтобы не упустить, Чтобы субъективно не было. чтобы не было субъективно, чтобы не упустить хорошие условно сделки, чтобы этот проект рассматривали как минимум двое. Ребят, на самом деле, знаете, это очень важно, почему этот подкаст стоит посмотреть до сюда и досмотреть до конца, потому что для того, чтобы наше качество видео получилось офигенным, мы выключили все кондиционеры, и сейчас пипец, какой дубак начался у нас, поэтому мы продолжаем. Хорошо, допустим, к вам в месяц примерно на первом этапе проверки сколько людей попадают? Мои коллеги говорят, тысячами стартапов мы рассматриваем. Это да, но я вам хочу сейчас вот это чуть-чуть не маркетинговую сторону, а вот более такую сторону, Нам это и нужно. да, вот такую аналитическую сторону рассказать, потому что целый год я собирал специально, вот я не знаю, может быть, специально для этого подкаста я собирал всю эту аналитику. Точную цифру не помню, но в районе 400 стартапов мы рассмотрели, да, то есть что значит рассмотрели? Проскринили. Так, в месяц, Это в общем. за То год. есть за год 400 качественных стартапов. У нас есть база данных. У нас есть база данных. Туда, чтобы стартап попал, там есть свои критерии, которые, да. Мы сейчас поэтапно к этому придем. Смотрите, на первый этап там у вас есть определенные формы принятия всех этих, получается, стартапов, питчей. Вот они пришли. Как вы решаете отправить это на золотой ваш архив или же все же отправить на рассмотрение на втором этапе? И сколько это примерно в месяц? Это максимум неделю занимает, и в месяц... Нет, сколько приходит заявок? 40-50. 40-50 в Да, месяц. вот так. 2 человека это все рассматривают и решают отправить это в золотой фонд Алока Венчура на перерассмотрение или на то, что он не совсем подходит, чуть позже посмотрим. И получается определенное количество идет на второй этап рассмотрения. Да. Я для себя разделил это на отказ, follow-on и, словно, мы заинтересованы. Давайте перейдем на второй этап. Что там происходит и сколько людей на этом этапе участвует? Маленькое количество в целом стартапов доходит до этапа due diligence. Получается, что в год к вам пришло практически 400 заявок в целом. Сколько из них прошло на второй этап? На второй этап прошло 50 стартапов. Второй этап, он называется due diligence. Это где мы уже deep dive делаем, то есть глубоко погружаемся в целом в продукт, изучаем его бизнес-процессы, приглашаем экспертов, чтобы изучили их с финансовой стороны, с технической и с юридической стороны. Каких экспертов? Это внешние эксперты. Предприниматели? С финансовой стороны, естественно, это финансист, с юридической стороны это юристы, с технической стороны это очень опытные технари. Нужно понимать, что мы не все знаем, мы не все во всех индустриях разбираемся, мы в жизни все не перепробовали. Условно, сферу медицины я не очень хорошо знаю. Но у меня есть пара контактов очень хороших экспертов в этой сфере. Вот. Мы у них тоже консультируемся. Допустим, стартап прошел второй этап. Вы привлекаете внешнего эксперта, который разбирается очень хорошо в этой индустрии. У этого эксперта есть свой продукт аналогичный. Не повзаимствует ли он эту идею стартапа для своего проекта и как это регулируется? Повзаимствует, если захочет. Вашу идею украдут, если захотят. Но вы заметили, когда я про критерии отбора говорил, я не упоминал идею. Идея стоит $0.
execution – это то, чего не хватает. Условно, я пообщался с экспертом каким-то, да, сказал, вот из медтех-индустрии к нам поступила заявка. Они хотят делать CRM-ку для поликлиник. Нет, давайте так, давайте не будем простые какие-то идеи возьмем. Например, какие-то алгоритмы, какие-то сложные процессы. Например, грубо говоря, как вы регулируете взаимоотношения вашего эксперта внешнего, который работает с вашими портфельными стартапами на втором этапе? Как это регулируется юридически? У нас подписано, юридически вы спрашиваете, да? Хорошо, я ваш вопрос понял, юридически понятно. NDA подписываем, какие-то условно договариваемся о non-compete, да? Условно у нас есть договоренность, что, слушай, типа, ну... Со спокойной душой можете подавать. Да, ну, типа, к тебе стартапы будут приходить. И еще мы стараемся привлекать таких экспертов, которые чего-то достигли. Не нуждаются. Да, не нуждаются в каком-то стартапе, не хотят делать свой стартап, да, и не будут использовать нас как источник для вдохновения. И в целом те, кто в этой индустрии, из этой индустрии, они очень хорошо это понимают. И, да. Получается, на втором этапе у вас сколько людей? Как минимум 5. 5, Как минимум. включая еще дополнительно экспертов. Да. Угу. Хорошо. Сколько времени это проходит на второй этап? В среднем он занимает месяц. Вот. Бывали сделки, которые мы проводили за 2 недели. Не считая вот это последующее юридическое закрытие, я говорю про то, что стартап прошел на этап due diligence, и стартап получил одобрение на инвестиции. Да? А юридическая часть это вот... Это уже после одобрения. Это решаемо, да? Да. То есть это такая часть. Я ее не считаю. Вот в среднем месяц. Второй этап, он состоит из 2 параллельных процессов. Про первый я уже рассказал, это due diligence. Второй – это немаловажный момент, в котором пара стартапов тоже отсеялась, это переговоры по условиям сделки. Вот здесь уже оценка в смысле цена компании и инструмент инвестирования. Да? И сразу расскажу, мы стараемся профессионально подходить к этому делу, стараемся не брать больше 15% доли вашей компании, чтобы завтра вы, если вы идете по стартаперскому пути, о котором я говорил ранее, вы, скорее всего, будете привлекать будущие раунды инвестиций. Каждый раунд инвестиций означает размытие долей. И основателей, да. Чтобы не оказалось так, что через 2-3 раунда у вас доли не останется и мотивации. Да, меньше 50% доли, вам это не интересно, вы уже на этот проект смотрите как на проект инвесторов, а не ваш собственный, да, и это убирает у вас, вот есть такое слово на английском, оно не переводится на русский, я не нашел правильного перевода, это sense of ownership, да, это вот когда вы чувствуете, что компания ваша и что у вас есть ответственность за нее, да, вот берете ответственность. Это вот sense of ownership у вас пропадает. Как вы оцениваете компанию? Оцениваем компанию. Самый спорный момент, очень много споров. На пресиде, условно, когда у вас мало трекшена, есть разные методологии, Беркуса. Именно вы как оцениваете? Мы оцениваем по разным методологиям. Это Беркуса, условно, и там венчурный способ оценки компании. Стараемся не заходить, если компания стоит меньше $500 000, потому что it doesn't make sense для нас. На пресиде стараемся вот до $1 миллиона оценивать компанию и заходить. Это мы определяем на основе переговоров с фаундерами. Что повлияет на пресид стадии для того, чтобы мы условно дали вам более высокую оценку. Я думаю, это очень интересно. Если у вас есть условно какой-то MVP, минимальный хотя бы traction, но больше всего влияет экспертиза команды. Да? Если команда с хорошей экспертизой, есть предыдущие экзиты или предыдущие фейлы предпринимательские, есть наличие опыта в индустрии какой-то, в которой ваш стартап собирается работать больше там, 10 лет, тоже вот это очень огромный плюс. На стадии сида мы уже, это означает, что вы примерно нащупали какую-то бизнес-модель, продукт у вас уже не считается MVP, уже более-менее как работающий продукт, да, вот, и у вас уже есть трекшн, да, трекшн
больше там полугода, больше или больше года, да, то есть история какая-то есть трекшена, вот, и на основе этой истории можно примерно, прогнозы не работают, сразу скажу, но примерно можно спрогнозировать, как вы дальше будете расти, и мы используем мультипликаторы, просто Какие? банальные мультипликаторы, Какие обычно? условно B2B SaaS раньше был 10, вот. Сейчас чуть снизился, 7-8. Вот сразу скажу, чтобы вы примерно понимали, да, если вы на сиде, какая у вас будет оценка от нас, какое предложение вы получите. Но опять-таки здесь же могут быть исключения. Мы можем дать вам больше мультипликатор, да, условно там 20x к вашей текущей ежемесячной выручке МРР или выручка в зависимости от вашей бизнес-модели, или больше. Это условно новые технологии какие-то, да, или большие, при этом быстро растущие рынки, где на протяжении долгого времени никто не дизраптил их. Вот. Банально сильная команда, сюда же тоже относится сильная команда. Вот. То есть, получается, все эти факторы влияют на оценку. Сколько людей оценивают стартап? Давайте я вам про наш опыт расскажу, как это в целом происходит. Оценивают стартап наши партнеры. У нас в основном, не в основном, а все партнеры, которые у нас в фонде работают, можно сказать, прикрепляется, да, какой-то стартап. Они ведут эту сделку от начала до конца по всем этим этапам, стадиям. Вот они имеют базовое финансовое образование. Да, они умеют оценивать в целом, у них есть в этом опыт. Вот. Со стороны фонда каждый партнер сможет вам дать какое-то предложение. Но это перед тем, как дать это предложение, этот партнер, мы очень часто собираемся раз в неделю и обсуждаем. Вот. Этот партнер должен получить одобрение от всей команды. Да? То есть, потому что перед тем, как дать термшит, то есть я перед тем, как дать вам, вашему стартапу, какой-то термшит на 10 миллионов долларов на вашу оценку, я должен это обсудить с коллегами, да, тоже, чтобы не было вот такого субъекта. Может быть, они решат, что ваш стартап стоит дороже. Или, может быть, они решат, что занизят. Да, то есть они, может быть, увидят то, что я не увидел. Да, вот так все это происходит. Получается, смотрите, первый этап – это этап, когда вы скорите. То есть, получается, вы получаете определенное количество, на примере этого года, 400 стартапов, питчей. После этого на второй этап это делится на два этапа. Этап, получается, углубленного изучения и этап оценки. Дальше что? Оценку получили, обговорили цену. Я еще добавлю про оценку, как у нас это происходит. Больше половины случаев в уже нами проинвестированных проектах фаундеры уже приходили с какой-то оценкой. Иногда сами себя оценивали, и мы с этим соглашались. То есть чуть-чуть были переговоры, но в целом они адекватно в целом оценивали себя. Иногда они приходили, как вы уже сказали, с подтвержденной оценкой от других инвесторов. То есть венчурный рынок, он работает так, что есть один лид-инвестор, открывается раунд инвестиций, есть лид-инвестор, который дает оценку, ее подтверждает, и после того, как уже оценка подтвердилась, с чем мы боремся, да, вот условно Aloqa Ventures дал вам 8 миллионов долларов оценку, вы идете с этим термшитом к другим фондам и говорите, вот Aloqa мне дала 8 миллионов долларов, если ты готов мне дать больше, я буду работать с тобой. Это очень плохой сигнал, это red flag, и в основном мы в термшите прописываем, это называется no-shop clause, да, вот если юридически, то что, если ты получил у меня оценку, до тех пор, пока в целом наш процесс не дойдет до конца, ты не имеешь права идти и использовать раскрывать ее, эту цену. Да, раскрывать и использовать ее, в неправильных манипулятивных целях. целях. Вот они манипулируют обычно, к сожалению, это так. И некоторых даже вот эти юридические этим никого не останавливает. Но почему мне самому лично нравится стартап-индустрия? Здесь все строится на доверии. Здесь все строится на integrity, да, вот. Поэтому вот тут такой момент. Вы задали вопрос про следующий этап, да? Что происходит дальше? Да, вы оценили, вы обговорили, там фаундер с вашими условиями согласен. Что дальше? Последний этап, третий блок, он тоже может занять какое-то время.
usually это до 2 недель, это мы собираем инвесткомитет. Здесь уже участвует, скажем, в районе 10-15 людей. Это в основном наши LP, менеджмент, да, топ-менеджмент банка, потому что это наши единственные инвесторы фонда. А также мы привлекли из других тоже крупных корпораций, организаций, экспертов. Они являются нашими борд-мемберами и членами инвестиционного комитета. Мы их собираем в одно место. Наш партнер, который доверился, да, то есть вашему стартапу и проводит эту сделку, выходит и презентует инвесткомитету и объясняет причины, почему мы должны инвестировать, да. И здесь тоже могут отсеяться некоторые стартапы, да, то есть насколько бы нам не нравился продукт, команда, идея в целом, да, инвесткомитет может решить, что разные там причины бывают, могут отказать. Получается, в среднем сколько времени все этапы занимают? Месяц-полтора. Получается, за месяц-полтора вы ответ сможете дать Да. касательно того, что одобрили или не одобрили. Да. Сколько времени может занять первый этап? До недели. Но иногда это затягивается, потому что мы можем быть в процессе закрытия некоторых сделок, которые отнимают у нас много энергии, времени, да, то есть может затянуться у вас. Вот вы могли получить отказ от меня, условно, через месяц, вы могли получить через 1,5 месяца. Смотрите, я вот вам одну очень интересную вещь скажу. Мы отвечаем фаундерам. Это и хорошо в целом в отношении фаундеров, и плохо в отношении нас. Потому что многим, когда им отвечаешь, особенно когда они получают отрицательный ответ, выводит это на эмоции, им это не нравится. Как работают многие американские фонды? Во-первых, условно, если вы зайдете на веб-сайты очень крутых фондов, туда нельзя просто так податься или отправиться. Туда только можно попасть через нетворк, познакомиться с партнерами этого фонда через какой-то условный нетворк. Еще я изучал эту тему. Многие фонды, оказывается, просто не отвечают. Ни отказа не дают, ни положительные причины. Там у Y Combinator в каждом своем письме по результатам их рассмотрения заявки есть ссылка на страничку, можно еще ее будет прикрепить, я вам отправлю. Почему Y Combinator условно не пишет причины отказа? Они говорят, что вам отказали, но они не пишут причины. А наши фаундеры хотят причин. Давайте здесь вот еще скажу очень важную вещь. Если вы делаете стартап для инвесторов, лучше стартап не делать. Вообще. Да. Если вы условно ждете каких-то советов от инвесторов и считаете их экспертами, лучшими экспертами в мире, которые все обо всем знают, просто я понимаю, что кажется, что люди с деньгами, да, то есть организации с деньгами, они уже разобрались в этой жизни, все знают. Секрет успеха знают. Да, секрет успеха знают, и типа каждое их слово нужно принимать близко к сердцу. Это совершенно не так. Советы инвесторов, их нужно как-то прислушиваться, но делать все-таки по-своему, да. Первое, самая важная инстанция, самый важный ресурс, источник, который должен вам давать сигналы, правильно вы двигаетесь или нет как стартапер, это должны быть ваши клиенты. Всегда, и на этом точка. Но мы отвечаем. То есть мы отвечаем, мы отказываем, иногда пишем причины, иногда не пишем Или причины. в группах начинают такой, нам отказали. Да, ну я их тоже понимаю в целом, но здесь, опять-таки, я хочу вам дать очень хороший совет. Когда я с фаундерами общаюсь, они такие, а что, так можно было? Так работает, что ли, индустрия? Ребят, запомните, фандрейзинг – это full-time работа, она отнимает очень много времени и энергии. То есть, и это подразумевает в себе, что вы из своей операционки на какое-то время уходите. Не фокусируйтесь на своей операционке. Поэтому, когда стараетесь привлекать инвестиции, закладывайте на это какое-то время, во-первых. Во-вторых, в мире, условно, не существует только один венчурный фонд Aloqa Ventures, и на этом все. Нет. Чтобы повысить свои шансы привлечения инвестиций, вам нужно общаться
Если бы вы были в Америке, я бы сказал, как минимум с 200 фондами. Если бы, ну, в условиях Узбекистана это, наверное, где-то 20-50. Общайтесь с фондами, общайтесь с ангел-инвесторами, общайтесь с бизнес-ангелами, общайтесь просто с богатыми людьми, общайтесь с топ-менеджерами корпораций, они тоже обычно инвестируют, да. То есть максимально расширяйте свои шансы получения инвестиций, если они вам нужны, да. Получайте отказы. То есть ваша цель должна быть, как и в дейтинге, условно, да, вот тоже тема такая очень интересная. Тема быстрых свиданий. Да, быстрых свиданий. Какие дейтинг-коучи дают советы. Твоя цель, чтобы страх вот этот побороть, молодого идти на человека, свидание. найти, пообщаться, подойти к девушке и пообщаться с ней, твоя цель должна быть получить как можно больше отказов. Вот, с инвесторами также. Ваша цель должна быть получить как можно больше отказов. В целом, любой адекватный трекер, ментор вам посоветует тоже. Поэтому, ребят, учтите. На самом деле, да, это так. Даже во время работы есть такая завирусившаяся такой ролик из момента интервью Джека Ма, когда он говорит, что я кучу компаний подавал, меня нигде в работу не взяли. Ну, то есть, условно таки, здесь то же самое. Как можно больше вы пробуете, как можно больше понимаете, что у вас не так, и вы это улучшаете, соответственно, в конечном итоге у вас что-то получается. Возвращаясь к теме, получается, стадии инвестиций, когда вы рассматриваете, какую именно доходность вы ожидаете от стартапа при инвестиции? Это x5, x10, x50. Я понимаю, что как можно больше, лучше, но какой минимальный X вы смотрите? Коротко расскажу о том, как зарабатывают венчурные фонды. Венчурные фонды, как и все любые инвесторы, зарабатывают двумя способами. Первый способ – это дивиденды. То есть, когда компания выходит на точку безубыточности и начинает зарабатывать чистую прибыль, если компания владеет 20%, если венчурный фонд владеет 20% доли в вашем стартапе, он имеет право на получение 20% от вашей чистой прибыли. Мы так не работаем. И большинство венчурных фондов так не работает. На иксах работать. На иксах работаем. Что это значит? Это значит, что мы берем долю в вашем проекте при оценке X, и в будущем продаем при наступлении экзита, мы продаем свою долю за несколько Когда иксов. компания растет, вот минимальный X какой? Если бы к нам через год наших инвестиций пришло предложение, неважно от кого, от фаундеров, от крупных игроков, которые хотят выкупить стартап, с предложением выкупить нашу долю за 1,5x, мы, скорее всего, сказали нет, если мы видим, что потенциал есть у стартапа. Да? Поэтому мы смотрим как минимум на 5x. Ожидаем, что до 5x стартап дорастет примерно в регионе 3-5 лет. Это наши ожидания. Какая будет реальность, не знаю. Если у нас уже экзиты, рано говорить еще. Мы начали работу 2,5 года назад, да, вот, и один из первых наших инвестиций показывает первые сигналы о готовности к экзиту, да, это Zipple, условно, но мы сейчас ждем, пока рано. Угу. Получается, Zipple недавно, получается, в этом году вышел, сделал экзит с Активата, да, получается, и на 4x. На 4x. Да. Вы тоже примерно сколько ожидаете от него? Мы хотим больше. Они точно это увидят. Я, дай бог, надеюсь, что больше и будет. Смотрите, помимо того, что вы даете деньги стартапам, что вы еще предлагаете в процессе? Вот, например, вы деньги дали на X, грубо говоря, в течение 3-5 лет, надеясь на то, что они вырастут. Что вы от них, помимо денег, что вы еще им даете? Как вы еще поддерживаете стартап помимо инвестиций? Мой совет стартаперам, если у них есть ресурсы для того, чтобы добежать до точки безубыточности и начать работать самим, условно работать на свои деньги. Если у них не хватает ресурсов, банально мы можем помочь с инвестициями. Вот, если мы говорим про стартапы, которым деньги не нужны, а обычно это стартапы, которые уже
начали зарабатывать с каким-то трекшеном, да, очень быстро растут и понимают, что в целом им не нужно в свой кап-тейбл вводить каких-то венчурных фондов, отдавать долю. Как мы им помогаем на основе опыта наших портфельных компаний. Первое – это у нас есть ресурсы и насмотренность ресурсов в виде нетворка, да, на приобретение которых фаундеры в целом могут потратить время и энергию, они смогут этих ресурсов и нетворка сами достичь, но при этом это, скорее всего, для них будет расфокус. Да? То есть мы можем в качестве такого нетворка, у нас есть большое количество знакомых фондов не только в Узбекистане, но и в Турции есть, в странах MENA есть, банально в Центральной Азии, в странах Кавказа тоже. Там много инвесторов, которые могут поддержать, либо выступить соинвесторами на этом же раунде, либо инвестировать в следующем раунде. Второе – это несколько наших стартаперов также только из-за этого с нами работают, получили у нас инвестиции. Это получение профессиональных инвестиций. Но для того, чтобы понимать ценность профессиональных инвестиций, я расскажу про непрофессиональные инвестиции и кейсы, которые встречаются на рынке. Вы идете к бизнес-ангелу, который не разбирается в индустрии стартапов и не понимает, что вам в дальнейшем тоже нужно будет, скорее всего, привлекать раунды. Он дает вам деньги, забирает 50% долек в компании, да, потому что он, скорее всего, на дивиденды рассчитывает. Вот, берет борд-сит, вмешивается в вашу операционку, ну и в целом шансы привлечь следующий раунд инвестиций от венчурных фондов у этого стартапа равны нулю. Понимая, чем опасны непрофессиональные инвестиции, если вы идете по стартаперскому пути, автоматически вы можете понять, зачем, допустим, ваш тоже гость Delaware, да, и похожие стартапы соглашаются получить инвестиции от венчурных фондов. Это подтверждение оценки, это то, что они не отдают большую долю, это то, что мы не сильно вмешиваемся в операционку, не мешаем работать, да, и в целом помогаем подготовить тоже с инвестиционной части продукт для дальнейших раундов. Третье – это такая уникальная история на рынке Центральной Азии, только у нас есть. Я очень надеюсь, что эту историю будут повторять, но пока этого не делают. Это интеграция с банком. Мы корпоративный венчурный фонд, мы не традиционный венчурный фонд. Для нас, кроме условно иксов и доходности, нам важно, чтобы ваш стартап также интегрировался и помогал решать проблемы банка или его Это клиентов. обязательно? Это не обязательно, но это будет большим плюсом. Угу. Теперь другой вопрос получается. Как вы помогаете своим портфельным продуктам, помимо инвестиций, в дальнейшем, вот в течение, вот это, пока он не вышел, не экзитнулся, чем вы еще ему помогаете? Этот вопрос как раз-таки связан с предыдущим. Частично я на него уже ответил. Это насмотренность, выход на новые рынки, банальная экспертиза. Есть у нас кейсы помощи с операционкой, когда фаундер, бывает такое, что фаундер технически сильный, но не умеет продавать. Да? Мы сначала помогаем сами с продажами, а потом делаем так, чтобы фаундер уже перенял эту роль полностью на себя и в целом в дальнейшем сам уже занимался этим. Но это по запросу. То есть вмешиваемся в операционку по запросу. Можем, экспертиза есть. До нашего экзита стартап может поднять несколько раундов. Но, скорее всего, стартаперы такие люди, которые любят решать проблемы своих клиентов. И, как я уже ранее говорил, на фандрейзинг, который очень много времени и ресурсов отнимает, они не хотят тратить время. Здесь мы можем помочь с упаковкой продукта, подготовкой. Все равно инвесторам питчить будут они сами и общаться с инвесторами раундов. Мы будем направлять, мы будем облегчать их работу, скажем так, чтобы они не сильно проваливались от своей операционной деятельности. Да. У вас есть 30 проектов в кейсе, ну, то есть в портфеле. Есть ли конкурирующие между ними проекты? И как вы с ними регулируете споры и в целом момент? У нас очень строго вначале заложили в стратегию то, что мы не инвестируем в похожие проекты.
Такой вопрос. К вам, получается, если у вас есть, допустим, Deliver, к вам подходит аналогичный продукт, возможно, но в разы лучше и с лучшими показателями. Вы не инвестируете. Сложный вопрос, на самом деле. Мы бы хотели, конечно же, очень сильно инвестировать, но, скорее всего, не будем. Aloha Ventures не будет. Есть еще момент того, что почему я прошу фаундеров все равно подаваться к нам, потому что наш нетворк такой, что мы не конкуренты с другими венчурными фондами, потому что нас и так мало. Да, пока что. Ну, как пока что? В следующем году не планируется открытие 100 венчурных фондов, чтобы мы были конкурентами друг с другом. Но да? в целом, если так смотреть, если в любом случае, если вас 20-30, все хотят лучшие предложения, все хотят лучших стартапов, и, соответственно, где-то придется конкурировать. Да. То есть, вот я говорю же, более таким, на примере Deliver. Deliver очень крутой, на самом деле, проект, о нем мы тоже рассказывали. На более маленькие проекты, например, мы рассказывали про Point AI, у которого несколько раз пивот был. И сейчас пока что мы не совсем, как это называется, наблюдаем что-то с Point AI. Что случилось? Как вы мониторите? Например, возьмем один ваш кейс и разберем. Что с этим проектом случилось и как вы... Если бы нам пришел такой же проект, как Point AI, но получше, с лучшим трекшеном, мы бы в них из-за стратегии не проинвестировали бы, сразу скажу. Что происходит с Point AI? Я с ними общаюсь регулярно. Ребята работают, ребята вроде нащупали какую-то более, скажем так, работающую бизнес-модель. Сейчас уже подключили несколько клиентов. Да, почему их не видно? Потому что они на американском рынке сейчас. Азамат, фаундер Point AI, он сейчас в Америке, решил там остаться, нашел себе там тоже очень сильную команду. Вот, и в целом ребята работают, клиентов подключают. Скоро в следующем году они будут поднимать новый раунд инвестиций тоже. Вот, ну вот. Работают ребята. Это на самом деле очень уникальный продукт. Мне кажется, многим бизнесам интересно будет с ними в частности работать, потому что даже независимо от того, что они находятся в американском рынке, они взаимодействуют с местными бизнесами и предлагают свою услугу. Допустим, стартап не выполнил поставленных KPI вами, например. Что с ним случается? Например, вы проинвестировали, и вы наблюдаете, что стартап прям еле шевелится. Эти деньги... Я не знаю, BYD новый там у него стоит, но стартап не идет. Что с этим делать? Что вы с этим делаете? Давайте так. Изначально мы стараемся... Почему мы так очень, скажем, процесс у нас не такой, как в фильмах. Встретился один раз с фаундером, выписал чек и инвестировал. Нет, у нас есть поставлены процессы. Мы стараемся выявить integrity у фаундера. Да, то есть куда потратишь, почему ты хочешь деньги, зачем они нужны, можешь ли ты условно достичь того, чего хочешь с меньшим количеством денег, да? Смотрим на их благополучие, состояние, условно студент это или не студент, да? Насколько он болеет той проблемой, которую он решает. Да, вот с этой части мы стараемся детально подходить. Если он купит BYD и в целом проект останется, не будет развиваться, естественно, мы сначала красиво попросим, что происходит, почему ты так сделал, что делать с компанией теперь. Если внятного ответа не получаем, конечно же, в дальнейшем нужно будет судиться. Эта опция у нас всегда актуальна, но мы этого не делаем. Не бойтесь, стартапы, мы не будем с вами судиться. Но если вы BYD не купите и не проигнорируете. 90% стартапов умирают. Да? Мы это прекрасно понимаем. То, что не все выстреливают. Мы адекватно к этому относимся. Я так понимаю, что вы инвестируете не только в узбекские стартапы, но и рассматриваете в каких-то определенных регионах или же во всем мире. Хорошие узбекские фаундеры заканчиваются. Как бы мы этого и не хотели. Регионы,
регионы смотрим, определенные, условно, Средняя Азия, страны Кавказа. Это те кейсы, которые у нас уже в портфеле есть. Из Казахстана есть проекты, из Таджикистана есть проект, из Грузии, из Азербайджана есть проект в нашем портфеле. Сейчас вот в сторону Турции тоже смотрим, пару сделок рассматриваем. В силу того, что если мы про другие страны говорим, скорее всего, изначально эти стартапы будут запускаться на своем локальном рынке, да, если мы даже про Турцию говорим. А понимания локального рынка турецкого у нас нет. Ну и поэтому мы либо, как и во многих наших других кейсах, ищем местного инвестора, с которым у нас очень хорошие отношения, чтобы он выступил лид-инвестором, доверился в них, и только после этого мы можем как соинвестировать. Вот, банальная география, понимание рынка. И также, кстати, с Aloha Ventures наши коллеги выходят к нам, наши стартаперы идут к казахским фондам, таджикским фондам, к, условно, другим инвесторам зарубежным. И они говорят, так как наше присутствие хорошее в регионе, они говорят, Aloha Ventures проинвестировал. И если, Подтвердили ли вас? Типа, и потом звонят нам, что ты думаешь про этот стартап? А что вы не инвестировали? Да, что вы не инвестировали, что у них не так? Значит, что у них что-то не так, если им, условно, свой же, типа, локальный фонд не доверился. Ну, просто есть такие кейсы, я не говорю, что мы центр земли, пуп земли в целом и все дела, но все равно это играет роль. Ну, в целом, вы самые активные на рынке по инвестициям, поэтому мне кажется, что пройти мимо вас – это очень сложно. Да, мы стараемся быть везде и в целом, да. У вас 6,5 миллиона размер. Вы проинвестировали примерно 4 миллиона. Примерно 4, да. Примерно. Планируете ли расшириться по размеру, во-первых? И планируете ли на более поздних стадиях, это серия А, серия Б, выходить? Кто-то, я не помню, кто-то в ваших предыдущих подкастах, один из наших портфельных проектов затрагивал тему, что почему, условно, венчурных фондов больше не становится и больше людей не принимает риск. Банально потому, что рынок экзита должен быть. На основе этого проблема нашего региона в том, что на более поздних стадиях инвесторов мало. Инвесторов очень мало, которые на Series A плюс инвестируют. Плюс убеждать LP, чтобы они на Series A инвестировали, очень сложно. Да? На CD, так как сумма небольшая, они в целом более-менее можно общаться по этому поводу. Вот. Планируем ли мы расширяться? Да, конечно. Это будет оформлено в виде второго фонда Aloha Ventures. Да? Там будет другой капитал. Там останутся направления Pre-Seed и Seed. Будем Series A сейчас обсуждаем. То есть, получается, вы создаете еще новый фонд? Я бы не сказал, что это новый фонд. Фронт будет тот же, бренд будет тот же, Aloha Ventures, скорее всего, команда та же будет. Также работают и зарубежные фонды. Это просто на другие стадии рассматривают? Может быть, те же стадии будем рассматривать. То есть, давайте я вам объясню. Много, как большинство зарубежных фондов, как они работают. Они условно открывают фонд, собирают деньги у инвесторов, у LP-шек на какую-то сумму, $10 миллионов. Первые 2, 3, 4 года они эти инвестиции деплоят, инвестируют в разные стартапы. После они мониторят, помогают им вырасти их оценку, а потом примерная длительность одного фонда, да, срок жизни составляет 10 лет, ну, в среднем. И вот к концу уже они начинают активно выходить из проектов, активно делать экзиты. Вот. А в процессе, условно, скажем, вы открыли фонд на $10 миллионов, 4 года прошло, вы все деньги проинвестировали, на мониторинг много энергии и времени тратить не нужно, вы можете поднимать уже второй фонд. Да? Вы звоните LP-шкам, говорите, я второй фонд открываю, открываете второй фонд, у вас веб-сайт остается тот же, заявки также принимаются, команда та же остается, но капитал второго фонда будет другой. И может быть так, что вы на других стадиях будете инвестировать, а может быть так, что вы на те же стадии будете инвестировать. Это уже от вас зависит, от команды зависит.
Я так понимаю, что сейчас рынок инвестиций, венчурных инвестиций в Узбекистане, она довольно-таки не сильно развита в плане того, что пока что все на уровне пресид и сид. Сейчас, например, мы наблюдаем, что в Казахстане создается фонд фондов с целью привлечь 1 миллиард долларов и, получается, соответственно, выходить уже на более поздние этапы во всех, как мне кажется, стартапах, которые заинтересованы в этом. Это не только Казахстан, не только Узбекистан, и во всем мире. То есть через 3-5 лет, как мне кажется, когда вы начнете экзит начнете делать, другие фонды начнут делать, уже надо будет жестко думать, точнее, появится жесткая потребность к тому, чтобы начать делать фонды для более поздних этапов. Будет ли потребность? Да, наши текущие седовые стартапы начнут выстреливать уже, да, и в целом на Series A плюс им нужны будут инвестиции. Смогут ли они найти деньги, если в Узбекистане не откроется, условно, какого-то фонда, инвестирующего на стадии роста? Смогут. Не, они будут оттекать просто от Узбекистана. Да, да, ну, в целом мы этого и хотим, чтобы они не только зацикливались на Узбекистане, это небольшой рынок, чтобы они масштабировались, а когда они будут масштабироваться на другие рынки, банально Мена, Казахстан, там уже есть инвесторы. Вот у нас тоже, кстати, хорошая новость недавно была, IT Park Ventures, там у них есть стадия Series A+, на этой стадии тоже будут инвестировать. А также у нас в Узбекистане тоже открывается фонд фондов. Угу. Смотрите, у вас пару лет назад был свой акселератор, я так понимаю. Что с ним стало? Мы приостановили его и решили держать фокус на инвестициях. Все-таки это то, что у нас хорошо получается. Не планируете возобновить? Нет, не планируем, так как банально Plug and Play со своей большой экспертизой справится с этим намного лучше. Что советуете стартаперам, в какие акселерационные инкубационные программы податься в Узбекистане? В Узбекистане хороший вопрос. Мне очень нравится, как работает Startup Garage, потому что у них уже конкретные результаты есть. В их канал просто зайдите, они об этом везде трубят. То, что их стартапы, которые в Startup Garage являются членами, они привлекают инвестиции. А это стартап, чтобы вы понимали, пресид и раньше. Они привлекли уже под $1 миллион инвестиций. Понимаете, да? То есть вот Startup Garage, это очень... Мне нравится, как они работают. Дается ли приоритет, если стартап к вам приходит с прохождением, получается, акселерационных инкубационных программ Startup Garage? Процессы будут те же. Ну, процессы те же, я имею в виду, что дается ли какой-то приоритет, какой-то бонус, какой-то там, я не знаю, на что-то повлияет ли то, что он проходил Startup Garage? Давайте я вам еще про статистику, откуда же был источник наших портфельных стартапов расскажу. Вот 30 стартапов, большинство из них пришло через наш профессиональный нетворк. Да? А Startup Garage, фаундеров мы знаем их экспертизу. Если вы от Startup Garage приходите, скорее всего, вы придете через наш нетворк. Да, конечно, мы с удовольствием рассмотрим. Но процессы те же. Процессы те же. Потому что, понимаете, тут нужен грамотный подход, да, чтобы вот, условно, если вы подаете, а мы очень над этим постарались, чтобы вы, даже если подали заявку через веб-сайт, у вас были такие же шансы на получение инвестиций, как и, условно, если вы к нам через теплое интро выходите, да, и мы над этим строго следим, и я сам в том числе. Конечно же, если вы пройдете Y Combinator, Take My Money будет, да, это, типа, ну, таких кейсов пока мы и не видели. Получается, для того, чтобы резюмировать наш разговор, не то что совет, потому что в процессе нашего разговора было очень много полезных советов для стартапов. У меня есть стартап-идея, я послушал, получается, подкаст в «Прагматичном реалисте», подписался, лайкнул, а потом решил, что я уже дорос до стадии подачи к вам. Я вижу, что в целом я посмотрел ваши проекты, не конкурирую ни с кем, все нормально. Как мне подать к вам? Заходите в сайт alokventures.uz, там есть на 3 языках кнопка «Подать как стартап», «Apply as a startup», и нажимайте ее, заполняйте, прикрепляйте pitch deck, отправляйте и ожидайте ответа. Отлично. Другой вопрос. Теперь я инвестор, заинтересовался, то, что
у вас профессиональная команда, которая отбирает проекты и довольно-таки неплохой опыт в инвестировании. Могу ли я дать свои деньги на инвестиции? То есть вы принимаете, потому что я так понимаю, что все деньги, которые у вас есть, это свои, это не частные инвесторы. Наш единственный LP – это Алоqa-банк, да. Рассматриваете ли Конечно, других? рассматриваем. Не зря же у нас там на сайте висит кнопка «Подать как инвестор». Отлично. Подаете как инвестор, просто свои контакты, мы выходим с вами на связь, понимаем в целом, зачем вы этим хотите заниматься, в какие направления хотите инвестировать, да, какая сумма. Вот, и либо мы сами, либо можем посоветовать, так как пузырь, скажем, стартап-экосистемы, он очень маленький, мы посоветуем очень грамотные управляющие компании, да, вот, в целом подавайтесь. Все же мне очень хотелось бы, чтобы вы что-то пожелали нашим стартаперам, инвесторам, которые сейчас нас смотрят. Стартаперам я бы хотел пожелать перестать думать, начать делать, общаться с пользователями. Если вы решились решать какую-то проблему в этом мире для какой-то категории людей или компаний, вы просто то есть поймите силу того, что вы просто не будете сдаваться. Не сдавайтесь, будет сложно, стартап делать не всем дано, это непростое направление, а если вы уже это выбрали, значит, вы выбрали это не зря, этот путь, да. Просто не сдавайтесь, деньги можно найти, главное общаться очень-очень много общаться с пользователями. Да. Отлично. Спасибо вам большое, что приняли наше приглашение. У нас довольно-таки очень полезное, получается, интервью получилось. Ребят, с наступающим Новым годом вас. Этот подкаст выйдет практически на следующей неделе, прям перед Новым годом. Я очень надеюсь, что в следующем 2025 году у вас будут очень много интересных инвестиций. Возможно, если вы уже довольно-таки большой стартап, вы начнете экзитнуться и показывать хорошие результаты, и выйдете на новые рынки. Я это вам искренне желаю. Я очень надеюсь, что вы советуете наши подкасты вашим коллегам, друзьям. И, соответственно, данный подкаст, который мы сейчас записали с Alloqa Ventures, он станет непосредственно для вас неким инструментом для того, чтобы вы четко понимали, куда идти за инвестиции и стоит ли идти, или вы можете самостоятельно расти, или же все же можете к ребятам, профессиональным специалистам обратиться, чтобы они вам помогли. Спасибо большое, подпишитесь. Не забудьте, мы очень старались для того, чтобы этот выпуск сделать максимально качественным и полезным. Ставьте комментарии. До свидания. Пока.